Привет! Есть такие страны, при упоминании которых точно понимаешь, что там есть красивые места. Италия – одна из таких стран, но даже в ней есть совершенно особенные эксклюзивные места, как, например, Амальфитанское побережье, которое я хочу показать в этом небольшом видео. В видео я покажу 4 городка на Амальфитанском побережье: Позитано, Амальфи, Миноре и Майоре. Они спрятались очень далеко и глубоко, вот на этом полуострове Соренто ниже Неаполя. Но даже это их не спасло от популярности у туристов со всего мира. И, как видно, по этому огромному количеству яхт и лодок, не самых простых туристов. Кстати, в 1997 году все это побережье еще и добавили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И я с ними полностью согласен. До этих мест, правда, сложно добраться. Есть два варианта. Либо на автобусе или машине, по горным серпантинам, и удовольствия в этом не так много, как может показаться на первый взгляд, потому что не во все городки можно свободно заехать или там припарковаться. Точно будут пробки, а иногда даже реверсное движение. Кстати, полиция здесь может иногда ездить на вот таких скутерах с мигалками. Либо на корабле по воде из соседних крупных городов Соренто или Салерно. В таком случае приплываешь сразу в центр, на набережную. Нам такой вариант понравился больше всего. И примерно такие виды открываются, пока плывешь вдоль Амальфитанского побережья. Здесь, наверное, стоит помолчать пару секунд. Для удобства про все городки я буду рассказывать слева направо. И начнем с жемчужины Амальфитанского побережья, города Позитано. Наверное, это самый популярный у туристов город. По крайней мере, днем одна из центральных аллей была просто переполнена людьми, которые хотели хоть куда-то спрятаться от палящего июльского солнца. И несмотря на то, что Амальфи считается столицей этого побережья, но именно Позитано пользуется большей популярностью у туристов и считается более аристократичным местом. И опять-таки, лодок, которые осуществляют частные экскурсии, услуги такси или трансферы до более больших яхт, здесь было больше всего. Наверное, это оказался самый видовой город из всех. По крайней мере, количество кафе с красивыми панорамами здесь просто зашкаливает по сравнению с другими городами. Но иногда топать в гору к этим кафешкам очень даже непросто. А еще здесь есть десятки разных вещей и напитков из лимонов, про которые я еще расскажу. И одна из лучших смотровых на Позитано открывается с автомобильной дороги. Но не рассчитывайте, что здесь будет мало людей в сезон. Кстати, в центре города запрещены машины, поэтому ощущения от старинного городка Позитано сразу же увеличиваются на плюс 50%. Ну а самой большой достопримечательностью Позитано считается церковь Санта-Мария-Ассунта, построенная в 13 веке. Внутри, кстати, находится византийский образ Черной Мадонны с младенцем. А теперь про самое главное. Пляжи. Хорошая новость заключается в том, что их здесь аж 2,5 штуки. Но плохая новость заключается в том, что большинство туристов отдыхает на центральном пляже Позитано, куда и пришвартовываются все эти корабли с их же соплеменниками. Но
Должен сказать, что вид на холмы Позитано с этого пляжа лучший, и только из-за этого можно здесь оставаться. 90% всего пляжа занимают платные лежаки. И если вы захотите вдвоем полежать на 2 лежаках под одним зонтиком на первой линии, то это обойдется в 70 евро за день. Поэтому многие идут на 10% бесплатного пляжа, и здесь никакой приватности речи вообще не идет. Как и, наверное, на любом другом итальянском курорте. На самом пляже вначале мелкая галька, потом песок, естественно, серого цвета. Но вот вода, ее чистота, прозрачность, просто отличные. За это можно ставить высокую оценку. На втором же пляже, который называется Форнило, ситуация чуть другая. Кстати, вот так выглядит дорога от одного пляжа к другому. На Форнило уже чуть больше места для бесплатного пляжа. Там такое же чистое и прекрасное море, но вот сама галька более крупная, и по ней уже не так удобно ходить. Цены в кафе на коктейли там ниже, и даже лежаки на первой линии стоят уже всего лишь каких-то 50 евро в день на двоих. И еще один плюс пляжа Форнило. Если на пляже Позитано уже совсем не будет мест, то есть смысл пойти на этот пляж, потому что, я уверен, сюда доходит максимум процентов 30 людей. Но знайте, что в 4:30 вечера здесь уже начинается тень. По прошествии целого дня, проведенного в Позитано, я должен сказать, что этот городок очень красивый. Но здесь слишком много людей. И когда ты гуляешь, их много, невозможно пройти по улицам. На пляже их много. И рестораторы здесь тоже избалованы туристами, потому что мы несколько раз приходили в ресторан, хотели сесть с видом на первую линию. У нас спрашивали, сколько нас, что мы будем. Мы говорим, вдвоем, хотим выпить. И нам говорили, извините, на первой линии можно только с едой. В других городах я такого не встречал, и звучит это не очень приятно. Как будто бы, извини, но ты не проходишь сегодня в этот ресторан. На следующий день мы поплыли в столицу этого побережья, город Амальфи. Амальфи, как и большинство других городков на этом побережье, появилась еще при римлянах. Но рассвет пришелся на времена Республики Амальфи в 9-11 веках. До 19 века Амальфи все равно был важным торговым портом, но после объединения Италии значение города сильно упало. Поэтому им пришлось искать какую-то новую фишку, и, как видно, они ее нашли. Туризм. Если бы я выбирал еще раз, где жить на этом побережье, то выбрал бы именно Амальфи, так как она находится в центре и столице удобно плыть во все остальные города побережья. Когда прибываешь в Амальфи после Позитано, первое впечатление — здесь просто куча машин, которые запрещены в Позитано. Еще, в отличие от Позитано, здесь есть центральная улица города. Она пологая, и когда по ней идешь, то не чувствуешь, что покоряешь гору. На этой же улице есть много ресторанчиков, магазинов с сувенирами, большая часть из которых связана с лимонами, и 2 главных достопримечательности, про которые я расскажу. Но сам пляж выглядит примерно так. Все заставлено платными лежаками с зонтиками. Цвет воды здесь опять-таки просто фантастический. Под ногами будет средняя по размерам галька. А вот и бесплатный пляж Амальфи. Шучу. Вот он. Но ситуацию это сильно не спасает. И, кстати, с левой стороны от пляжа одна из лучших точек для фотографий в Амальфи. Безусловным плюсом Амальфи является то, что отсюда можно пешочком пройтись в другой город Атрани. И тут не самая обычная дорога. Да, прямо в скале прорубили примерно 300-метровый тоннель.
В летнюю жару, я хочу сказать, такая дорога очень сильно спасает. Ну и через тоннель в другой город я еще не ходил. Никогда. И если вам не хватило места на бесплатном пляже в Амалфи, что я очень легко могу представить, то приходите в Атране. Во-первых, пляж бесплатный здесь больше раза в 3, а во-вторых, людей сюда приходит намного меньше. Кстати, если вы захотите все-таки отдыхать на пляже в Амальфи, а места совсем не будет, то есть вот такой лайфхак. Я пробовал, очень даже удобно. Атрани — это уже совсем небольшая деревушка, в которой без туристов живет меньше 1000 человек. Для сравнения, в Позитано живет около 4000, а в Амальфи живет уже около 5000 человек. По пути между Амальфи и Атрани будет кафе «Закария» с, в принципе, неплохой едой, но самое главное, с вот таким неплохим видом. И пока вы смотрите этот таймлапс, что хочу сказать. Города меняются, а подход в ресторанах не меняется. Мы только что пришли в ресторан, хотели сесть за очень хороший столик, красивый, но он на 4 человека, и нам сказали, что он якобы резерватор. Хотя, мне кажется, они просто ждут 4 людей. Но и в целом должен сказать, что в Амалфи по сравнению с Позитано намного меньше кафешек с видом, так что за ними придется поохотиться. Ну и не рассчитывайте, что на этом побережье найдете ресторан без коперто, то есть платы за то, что просто сел. Это святая святых всех итальянских рестораторов. Если же возвращаться в Амальфи, то по сравнению с Позитано мне понравилось то, что в этом городке во многих местах есть тоннели прямо через горы или здания. Это очень сильно помогает в жару и добавляет изюминки для Амальфи. А там, где тоннели не сделали, есть ступеньки, и на них можно сделать опять-таки неплохие фотографии. Кстати, в эту же жару сильно помогают разные фреши. Например, в Амальфи я впервые в жизни пробовал фреш из лимона. Первый раз лимонный фреш. Такая кислятина. Фу, все, забирай. И опять-таки, из лимона в Амальфи можно купить практически все. Конфеты, настойки и так далее. А теперь про две главные достопримечательности города. А это главная достопримечательность Амалфи — собор Андрея Первозванного, который находится в 50 метрах от набережной. Выглядит он очень неплохо. Как будто бы амальфитанцы раздвинули все маленькие домики вокруг и втиснули сюда просто громадный для этой местности собор. Именно такой я представляю Италию. Горы, море, красивый собор со ступеньками и заполненное туристами кафе перед ним. А еще здесь проводят свадьбы. И любовь итальянцев к старинным, необычным свадебным машинам — это, я думаю, тема для отдельного выпуска. Собор выполнен в редком норманно-византийском стиле. Внутри есть мощи Андрея Первозванного, а двери собора выкованы в Константинополе. Раньше Амальфи был столицей республики Амальфи, и чтобы понимать, насколько это было важное государство, она входила в четверку древних морских держав Италии, куда также входят Пиза, Генуя и Венеция. Этот город был основным посредником при морской торговле между Испанией и странами Северной Африки, Сицилией и Балканским полуостровом. Но, к сожалению, история распорядилась так, что сейчас про этот город даже мало кто знает. Но, конечно же, его былое могущество сказалось на внешнем облике города. И собор Андрея Первозванного так раз один из таких примеров. Ко второй достопримечательности — Фонтано де Каппе e Чуччи — нужно пройти чуть дальше по главной улице. И если по пути к фонтану вам покажется, что где-то вы уже видели похожий вид, узкая улочка с отвесными скалами за ней, то, скорее всего, вы были в Которе. Видео про Черногорию тоже есть на моем канале. Изначально это был просто питьевой фонтан для ослов, которых грузили разными фруктами и овощами, потому что только они могут карабкаться по таким холмам.
Но с 1974 года фонтан начали украшать разными фигурками, и сейчас их уже очень много. В общем, провести минут 15 здесь и рассмотреть каждую фигурку — это будет хорошая идея. А лучший вид на Амальфи открывается с кладбища. Примерно такую панораму вы сможете увидеть. Но подъем к ней будет опять-таки не самым простым. В само кладбище заходить не стоит, вид открывается рядом с ним. К тому же оно практически всегда закрыто, график работы у него очень даже итальянский. В целом от Амальфи сложилось впечатление, что в нем меньше туристов, он более пологий и из-за этого менее видовой, если сравнивать с Позитано. И пляж здесь очень маленький. Но площадь дома перед собором — это прям место силы в Амальфи. Если же рассказывать про последние два городка, Миноре и Майори, то они расположены очень близко друг к другу на расстоянии всего лишь 1 километра. И, как понятно из названия, Майори — это такой себе старший большой город, а Минори — младший брат. Хотя, если посмотреть переводчик, то получается несовершеннолетний. С него и начнем. Сам городок совсем небольшой. Из всех, которые я увидел, мне лично показалось, что он больше всего похож на какой-то южный французский город. Или Перост в Черногории. Вдоль набережной находятся все самые важные вещи в городе. Мэрия, церковь и атмосферные магазинчики. Кстати, вот так в Миноре продают арбузы. Даже в июле в нем не было очень много туристов, а вот сам пляж был очень большой. Думаю, что на нем поместятся все желающие. От Минори у меня сложилось впечатление, что это такой маленький городочек, где не очень много туристов. И это радует. Еще он более пологий. Именно поэтому, наверное, с нами на кораблике даже плыли семьи с маленькими детьми и детскими колясками. Такую поездку в Позитано, если честно, я слабо могу представить. Ну и по ценам он так прилично дешевле, чем Позитано или Амальфи. Это касается и продуктов, и ресторанов, и в том числе жилья. Кстати, в описании я оставлю ссылку на сервис, где есть много вариантов жилья на Амальфитанском побережье. Ну и еще одна хорошая новость, то что из Минори есть достаточно легкая пешеходная тропа в Майоре. Она называется Лимонная тропа, и пройти ее можно всего лишь за полчаса. Дорогу сможет осилить любой, и иногда даже попадаются такие живописные места для привалов. По пути вы увидите лимоны, которые, как понятно из названия, растут на ней. Ура! Да, лимон на лимонной тропе. Один. А еще встретите разные дома, где наливают лимонады, и можно купить еще с десяток других вещей. Или просто предприимчивых бабушек с термосами. Ну давай, пробуй. Совсем другой. Лимоны считаются одним из самых главных символов Амальфитанского побережья. И должен сказать, что они здесь растут очень вкусные, их много и делают из них вообще все. Начиная от напитков, мороженого, заканчивая косметикой и разными поделками. Говорят, что лимоны здесь особенные, не похожие на другие. Они не кислые, и их можно есть даже без сахара. Это происходит потому, что лимоны здесь производят по древним технологиям, а не промышленным способом, как в других регионах. И, конечно же, лучшие виды на Миноре открываются с лимонной тропы. Ну а теперь поговорим про Майори. И сейчас я хочу рассказать про особенность церквей на Амальфитанском побережье. Возможно, вы уже заметили, что керамические купола церквей часто именно таких зеленых оттенков.
Выглядит это очень необычно, и в других регионах Италии я такого еще не встречал. При республике Амальфи Майори был достаточно значимым городом. Здесь был морской порт, адмиралтейство, таможня, разные рынки. В общем, важный город. Но, чтобы понять, насколько вообще значима это была страна, республика Амальфи, я хочу рассказать про морское право Амальфи. Это были нормы морского права, созданные в XI веке на основе морских торговых обычаев Средневековья, которые соблюдались купцами Европы вплоть до XVI века, при том, что самой республики Амальфи к XII веку уже и не существовало. Именно в нем были заложены основы современного морского права. Сам же центр Майори меня совсем не впечатлил. Если сравнивать Майори и Минори, то, как бы это смешно ни звучало, но Минори нам понравился намного больше, несмотря на то, что он меньше, потому что в Миноре ты себя чувствуешь, в старом итальянском городке, вот, Амальфитанское побережье. А в Майоре ты себя чувствуешь просто в обычном итальянском городке на море. Вот такие высотки, это просто, я не знаю, что сказать, Остия возле Рима. Частично это произошло из-за того, что в 1954 году здесь было просто сокрушительное наводнение, которое снесло большую часть исторического центра. А застроили потом город уже современными итальянскими домами. Но в Майоре есть несомненный плюс. Это просто огромнейший пляж, еще и с песком без гальки. Конечно, он серого вулканического цвета, но тем не менее, ни в Позитано, ни в Амальфи таких огромных пляжей вы не найдете. Его длина практически километр. В качестве бонуса хочу вам показать вечерний таймлапс с балкона в Салерно, где мы базировались, и сказать свои мысли про этот город также. Конечно, если смотреть на Салерно без сравнения с Амальфитанским побережьем, то все очень красиво. Горы, море, яхты. Но на фоне Позитано и Амальфи он просто меркнет. Море в Салерно неплохое, но идея ездить каждый раз на корабле к Амальфитанскому побережью хороша только если вы будете жить сразу же рядом с портом. В ином случае вы будете тратить не менее 2 часов на дорогу в каждую сторону. И эффект от этих сказочных городов будет слегка стираться. Так что лучше всего жить сразу же на Амальфитанском побережье. Но так как приезжают туда европейцы из Швейцарии, Германии, Франции, то цены на жилье в сезон будут, от 200 евро за ночь, если мы говорим про дома хотя бы не в горах. А прям хорошие варианты будут стоить уже около 300-500 евро за одни сутки. И мне кажется, что это слишком дорого. Я бы приехал туда в мае, когда уже можно скупаться в море, если вам повезет с погодой. Все городки цветут, туристов немного, а цены совсем другие. Пора заканчивать видео, говорить свои выводы. Я сознательно в процессе видео не сравнивал Амальфитанское побережье с Чинкве-Терре, но в конце хочу сказать, что если вам больше интересно погулять по городкам, то можно съездить в Чинкве-Терре. Там с пляжами не очень все хорошо. А если нужно еще и море, то Амальфитанское побережье будет достойным выбором. По городам. Позитано безумно красивый городочек, очень много видовых мест, но туристов там просто тьма. Амальфи — это городок побольше, но он более пологий. Все красиво, но вот с пляжами там засада. А Майори, Минори — это такие городки поменьше. Они не такие распиаренные, не такие раскрученные, но они подешевле, и пляжи здесь, можно сказать, самые лучшие. Я бы сюда приехал, если бы позволял бюджет, дней так на 10. Можно поездить еще по другим городкам Амальфитанского побережья, можно съездить в Салерно, в Соренто, на остров Капри, в конце концов. Думаю, что впечатлений было бы просто масса. Это мои выводы. Спасибо за просмотр. Если досмотрели до этого момента, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарии. Мне это все очень важно. Я все читаю. До новых встреч. Пока. И вот такой вид открывается с Лимонной тропы на Майоре.